А есть люди, которые все это время, как началось СВО, поносят нашу страну, поносят президента, всех нас. Вот их, наверное, не нужно принимать обратно. Оживляются споры вокруг иноагентов, хотя тема, честно говоря, по мне так вообще не имеет никакой под собой основы. Ну давайте попробуем разобрать на фоне новых кейсов событий. Миллиарды движения первых озвучены, какие там деньги отмываются. И по поводу этого, кстати, немало высказывалось и молодежи, что там совершенно тупиковый вариант, что это все какая-то Филькина грамота и себе карьеры там не построишь. Ну просто интервью давали. Давление на инспектора ГИБДД, который заговорил о коррупции. Все как-то в одну копилочку, что называется. И дело завели, действительно, в отношении него. Осужденные на войне, давайте разберемся это поподробнее. Начнем, наверное, с самого любопытного, потому что по поводу инагентов высказывается Лариса Долина. Меня вообще поражает отношение на территории России к таким вопросам, как имидж, имиджевые потери, репутационные потери и приобретения. То есть вообще полное наплевать. Вот это меня, вы понимаете, там много различных селебрити. Бери любого певца, я не знаю, уже инстасамка на фоне Долины выигрывать будет, хотя она многих раздражает. Но берут все равно Долину. Вот эта замечательная бабушка из Азербайджана, если я ничего не путаю. Дай бог здоровья всем жителям и бабушкам, и дедушкам из Азербайджана. Но она очень сильно понесла потери. Те самые имиджевые, когда мошенническая схема была названа именем Ларисы Долиной. Мошенническая схема Долиной. Бабушкина схема. Это вся Россия это знает. Подтверди Россия, я не знаю, если посмотрит Россия. В чем суть была мошеннической схемы? Она взяла деньги, ну типа продавала квартиру, все, договоры, переговоры, она берет деньги. Самый главный аргумент того, чтобы не беспокоился покупатель, потому что деньги большие, там 112 миллионов рублей, это то, что она известна, она народная, она с Путиным фотографии у нее. Человек доверяет, ждет, когда та соберет вещи. И ждала там, по-моему, 4 месяца или что-то такое. И однажды просто приходит, а ее не пускают. Она новая покупательница, которая дала сотни миллионов, ну сотню с небольшим миллионов, она поднимает, естественно, шум, ее в квартиру не пускают. Долина в ответ делает обращение: дайте мне госзащиту, вот какая-то меня хотят ограбить, это сплошные мошенники вокруг. Чудом не попала под вот ее обвинение сама покупательница, потому что ну, там человек не бедный, скажем так, и она могла нанять себе сильного адвоката, тоже, как говорится, с репутацией, ну, с нормальной, в отличие от Долиной, на данный момент, по крайней мере. И поэтому как-то смещается акцент, но Долина явно пыталась всех облить грязью, всех обвинить в том, что это мошенники, что никаких денег она не знает, ей дали деньги, эти деньги у нее мошенники похитили, короче, денег нет, я остаюсь в квартире. То есть, иными словами, совсем по-простому, она взяла деньги, а квартиру не отдает. Насчет мошенников было заведено следствие. Со слов Долиной, она на первом канале, не на первом, ну, на федеральном канале, там, в передаче она говорит: все, дело закончено, теперь я могу рассказывать, что-то начинает рассказывать. Это парадоксально, значит, мошенников не было, потому что мошенников не нашли. Посадили, причем на серьезные сроки, людей, которым Долина давала деньги, они отнесли, на криптовалюту положили. Вот вся история. Вот чисто фактурно мне ничего другого не попадалось. Долина взяла деньги, а какие-то деньги, причем больше она кидала на крипту, там какие-то у нее дома склад денег, причем в килограммах совершенно безумных, мы тут с людьми считали, это там десятки килограмм, что, кстати, выглядело странно, даже пришлось менять потом показания от имени, значит, вот этого курьера, там девушка такая хрупкая, она должна была там килограмм 25-30 нести просто в мешке, чтобы отнести на крипто, там, ну, на крипто, короче, переложить кошелек. Есть эти места. И потом поняли, что, кажется, заигрались. Что, говоря про там 120 почти миллионов, это почти 30 килограмм веса, даже если в 5000-х купюрах. И поэтому им пришлось рассказывать, что она 2 раза ходила. А Долина ей 2 раза давал мешки денег. Ну, что-то совершенно с чем-то, абсурд. Больше того, с счета Долиной разбрасывали деньги на какие-то карты, возможно, случайные, не знаю. И людей, которым упали эти деньги, потом задерживали, один вообще задержали, и он умер. Причем человек из другой страны, иностранец, насколько вот мне так попадалось. То есть, ну, мигрант называется. И все заминается. И парадокс в том, что, еще раз, в чистом остатке Долина просто рассказала про каких-то мошенников, что не отдавала деньги, не отдавала квартиру. Потом кое-как через Верховный суд, там, не знаю, прошли все инстанции, вот эта покупательница, кое-как добилась, чтобы ей отдали эту квартиру. Но так и осталось, никаких мошенников нет. И суть вот этой схемы, я к чему веду, она и работала. Почему? Потому что
в дальнейшем все нечистые на руку люди, увидев, что так работает, начали вспоминать свои старые сделки и обращаться в суд, что были мошенники. А суд по алгоритму Долиной, не проверяя, не ища никаких мошенников, никаких доказательств этому не надо, начал откатывать старые сделки. И люди начали отжимать свою собственность, которую они продали, деньги брали, а потом начали забирать свою собственность. Просто потому что работал алгоритм Долиной, когда можно рассказать про мошенников, но не надо их предоставлять. Их не должно следствие найти. Ты не должен доказать, что у тебя были мошенники. Вот был создан такой алгоритм. Поэтому сама схема оказалась названной по имени Долиной, схема Долиной. И по этой схеме обманули огромное количество народу в России. Поэтому нет ни одного, наверное, человека, который бы не знал эту историю. И вот на этом фоне человек, который дискредитирован просто настолько, что даже терпимое общество в России, крайне терпимое иной раз, как Михалков сказал, просто терпилы, как-то так он говорит о русских, Долину стали отменять, то есть это настоящая была культура отмены, она приходила в концерты, ей все равно устраивают, она идет, все это на бюджетные деньги, насколько я понимаю, и куда бы она ни приходила, люди просто из залов выходили, ее освистывали, то есть потери те самые имиджевые были колоссальные. И на этом фоне нам именно ее ставят, чтобы она нам что-то рассказала. Ну а теперь к новостям. Извините, здесь, мне кажется, это просто ключевое событие, поэтому много слов. Певица Лариса Долина в разговоре с корреспондентом news.ru заявила, что какой корреспондент к ней подошел, вообще я понять не могу. По ее мнению, часть признанных инагентами артистов, про инагентов она что-то говорит, которые открыто рассказывают, кстати, у нее 2 квартиры стоят, она пацанка, очень многие думают, что она вообще уехать хотела. Почему? Потому что у нее попали под санкции. Очень многие о ком думают люди, что уезжали не из-за того, что они там против боевых действий на территории Украины, а такие, кто побогаче, кто всю жизнь с бюджета, что они просто ехали защитить свои активы, перекидываясь на сторону просто формально. Да-да-да, мы осуждаем боевые действия, чтобы не попадать под санкции. Дело в том, что история с 22 года отличалась тем, что санкции начали появляться персональные. Такого раньше не было. То есть персонально могут человеку, если он поддерживает эти боевые действия, поддерживает сторону России, у него могут личные его счета заморозить. Это совершенно не беспокоит каких-нибудь пенсионеров в России, у которых $70, и они все в России тратятся за первые 2 дня. Если дети не помогают, они умирают от голода. Но те, кто с бюджета всю жизнь зарабатывал, эти достаточно много их уехало, они начали изображать себя оппозиционеров, ну так многие считают. И многие считают, что Долина тоже хотела сделать этот финт ушами, потому что у нее 2 квартиры в Прибалтике, если ничего не путаю, да, напомните, на 95 миллионов 2 квартиры под санкциями, вот-вот она может их лишиться. Я думаю, что придерживаюсь точки зрения, что жадность была сильна, вот здесь я разделяю мнение людей, и она хотела набрать кредитов, продать квартиру, короче, кучу денег, уехать и дальше занять такую позицию. Ее бы назвали инагентом, наверное, или еще как-то, но она бы сохранила капиталы и там, и здесь бы по максимуму вывезла. Очень грамотный ход, но он как-то не сработал. Еще раз, это лишь версия. Официальной версии здесь вообще нет. Еще раз, она замялась. Где мошенники, где что, как было, где деньги? Ищите деньги, полиция, вы должны найти деньги. Но вместо того, чтобы нам все это объяснять, нам рассказывают, что она говорит об инагентах. Причем именно она. Это ведь тоже подливает масло в огонь. Ведь я уверен, что тот, кто посмотрит это видео, предположит, что ее поймали просто. Возможно, кто-нибудь ФСБ выяснили, что она задумала такой план, поймали, и теперь ее специально будут максимально использовать для того, чтобы на эти темы инагенты, уехавшие, чтобы она была точно со стороны России. Причем поймали или не поймали, даже вопрос не в этом, а в том, что многие так думают. И поэтому ее нужно преподнести как человека, который осуждает уехавших. Вот это интересный момент. То есть 5 лет она не осуждала, тут разосуждалась. Это связано, конечно же, с мошеннической этой схемой. Но тут меня трудно будет переубедить. Можно принять обратную сторону, и вот она что-то рассуждает. Тех, кто с начала конфликта критикует Россию и президента, прощать не стоит. Она будет решать, кто там кого. Да, полстраны, на ней вот действительно огромное количество людей пострадало из-за мошеннической схемы Долиной, она так и называется, эта схема. И она теперь рассказывает, люди уезжают, потому что многие уезжают не по политическим соображениям, а потому что вот такие, как Долина, схемы Долины, их грабят. Они хотят работать и иметь возможность быть защищенными силовыми структурами. Не чтобы Долина была и рассказывала, что у нее какая-то бумажка, и она неприкосновенная, а чтобы человек жил своей семьей любимой, чтобы его дети вечером погулять уходили, чтобы зарплату получив, он ее сам получал, и зарплата, чтобы была нормальная. Но
у нас нормальная Долина рассказывает о том, кто там чего, кого, куда критикует. Нас, говорит, меня критикуют. Тебя критикует полстраны, уехавшие и не уехавшие. Вот так прям уже иной раз удивляешься. Поводом для комментария стал новый клип Шамана, где, да и вообще не важно, дурацкий, совершенно дурацкая песня, уже все отсмеялись, а я что-то хочу пройти мимо, его так втюхивает. Сам Шаман, тем не менее, вот напоминает в интервью, подчеркивает, что по его мнению, его еще мнением не слушать, там вылезал Байкал, это возмутил народ, не знаю, у всех отвращение такое к этому шаману. Я просто, опять же, у всех не могу за всех говорить, но огромное количество людей к нему отрицательно относится. Он так опозорился, когда приехал, было потопление в одном регионе, он приехал петь за 20 миллионов, он поет недешево, мягко говоря, приезжает. Ну, там это просто провели референдум, ну что, ему платить или людям как-то помогать с жильем. И референдум показал, что пой бесплатно. Больше того, он позиционируется как патриотический певец. Это значит, давай бесплатно. Развернулся и уехал сразу. И к нему очень отрицательное отношение, ну, очень у многих, по крайней мере. Ну, именно из-за двуличности. Тем не менее, итак, русский народ не прощает. И вот опять он высказывается о русском народе. Кто ты такой есть? Не прощает предательства, а по ним, вот по этой Подолиной, которая, она русская, по этому Шаману, который из узбекской вот этой бригады, не знаю, Усмановой, его помощницы выполз. Там то армянка Симонян, которую в Армению не пускают, так что армяне на меня не обидятся, у них к ней отвращение большое. Тоже все время, я русская, наш русский мир, что происходит? Это вот эта спекуляция на национальном вопросе с их стороны идет. И причем, обратите внимание, среди них нет русских вообще. Это самое любопытное. Лавров, кстати, министр иностранных дел, он тоже армянин, так вот, всем здоровья. Вся семья живет за рубежом. И все время игры в какие-то слова. Шаман какой-то, там что-то лижет он, лизун какой-то, его уж над ним смеются, его уж серьезно никто не воспринимает. Пришел к посольству как-то США и поет: я русский. Ты дурак, думают все. Почему? Ну, потому что зачем ты поешь, что ты русский, если параллельно президент твоей страны, твой любимый Путин, говорит, что это многонациональное государство. То есть тебе что, помочь, что ли, надо? Они тебе должны были из посольства кинуть по пару копеек или как-то тебя поддержать, что тебе тяжело, что ли? Что ты хотел сказать этой песне? А он не соображает. Ну и его имиджмейкеры какие-то слабенькие, наверное. Ну, не знаю, Кусманов, наверное, вопрос, или кто там у него сейчас рулит. В ролике эти фигуры бесплатно поют, ну пусть поют. В отличие от их выступлений за рубежом. В сети обсуждают, стоит ли прощать тех, кто изменил риторику, или считать их навсегда предавшими страну. Ну, в общем, они что-то обсуждают. Хотя большой вопрос, кто кого куда предал, вот на мой взгляд. Созданное по инициативе властей движение первых впервые опубликовала подробную финансовую отчетность за 2025 год. Из бюджета организация получила около 11 миллиардов рублей, в том числе 7,6 миллиарда на патриотическое воспитание детей и молодежи. Сейчас детская преступность залетает адски. Это я тоже фиксирую достаточно регулярно. 1,3 миллиарда на конкурс «Большая перемена», 620 миллионов на проект «Пенсионеры». Нормально слушайте? Пенсионер кто-нибудь меня смотрит? Вот это вам потолочек подняли немножко, да, пенсионный. Для чего? Для того, чтобы вот туда спустить все деньги. Орлята России, Орлята. Согласно, сейчас уже предлагают с 12 лет на работу идти. Орлята. Орлята теперь летают пораньше. Согласно разбору изданий, омбудсмен по вопросам детей предлагает с 12 лет детям работать. Вот новость предыдущая. Нормальные орлята? Согласно, кормить больше не будут орлята, я так понял. Деньги кончились. Согласно разбору издания, на платформе Paint Media за год было израсходовано 7 миллиардов, больше 7, при этом примерно 1,48 миллиардов ушло на оплату труда, около 819 миллионов на раздачу атрибутики, а 750 миллионов на денежные призы конкурса. Тогда как примерно 4 миллиарда в отчетах не имеют вообще понятного значения, вообще куда-то ушли. В сторону моря они ушли. Авторы материала отмечают рост доходов руководства движения почти на четверть. Ну, естественно, извините меня, 4 миллиарда это же не поднимешь, они же там накачанные уже все. Им надо зарплаты поднимать, унесли в сторону моря 4 миллиарда. Они вот до 83 миллионов рублей в год, значит, чего-то там на четверть. А также увеличение штата с нескольких сотен сотрудников на более чем на 800 человек. Я уверен, если поковыряться, они еще родственники окажутся. Семейный подряд работают, ребята мои, не покладая рук.
на ваши деньги, покладая руки на ваши деньги. При том, что родители школьников продолжают жаловаться на давление и фактическое принуждение детей к вступлению в организацию. Инспектор ГИБДД тем временем из Тулуна в Иркутской области сообщил журналистам о коррупции в руководстве и после этого сам оказался фигурантом уголовного дела, которое, по его словам, появилось как ответ на его заявление. В интервью проекту «Люди Байкала» он рассказал, там где шаман там облизывал, возмущение было сильно, что после доноса его задержали, лишили знаков отличия, нормально, а затем сотрудники силового ведомства в течение допросов применяли к нему физическое сексуализированное насилие, добиваясь, кошмар, признательных показаний. По словам, ужас какой-то, по словам инспектора, под сильным давлением он подписал нужные следствию документы, а сейчас пытается обжаловать действия силовиков и доказать, что дело против него сфабриковано. Ну, кейсов немало, как говорится. Еще раз, даже если какое-то из этих дел может быть надуманным, может быть вбросом, я совершенно не боюсь, кстати говоря, ошибиться. Знаете почему? Потому что вал подобного, вал. И не только со стороны силовиков или бывших силовиков, что еще могло бы вызвать сомнения, а со стороны обычных людей. Обычные люди, пишите, вру или нет. В Забайкальском крае и Красноярском крае двое мужчин, осужденных за жесточайшее преступление, Могоча, подписали контракт с Министерством обороны и отправили в зону боевых действий. Для того, чтобы, я так понимаю, дискредитировать российскую армию. Потому что потом поднимаются вопросы, даже вот, да, не занимая ничью сторону, потом поднимаются вопросы о преступлениях военных, там, когда на женщин, там, с женщинами делают, там, не только, ну, в общем, со всеми, с кем можно. То обычно прибегают такие ботафермы, их называют, они, русский солдат там ребенка не обидит. Я же вот читаю про вашего солдата, вот откуда его набирают, как не обидит, если они сидят за то, что обижают. Просто, ну, может быть, вы какого-то другого солдата имеете в виду, да, вот так иногда хочется обратиться к пропагандирующим личностям. По версии следствия, летом 23 года копальщик могил вместе с двумя знакомыми вывез жертву, ну то есть вот, там подробности от того, как они избавлялись. Долгое время потерпевший числился пропавшим без вести. Дело возбудили лишь весной 25-го, после чего один из обвиняемых частично признал вину и показал место, где спрятали. Суд назначил вот этим, которые не обидят, от 15 до почти 20 лет, но двоим исполнение наказания фактически отложили из-за отправки на войну, тогда как третий безуспешно пытался добиться оправдания, настаивая на своей непричастности. Непричастные не нужны на войне. Нужно, чтобы героический образ ни в коем я просто не знаю, дискредитировал или не дискредитировал. Вот эта история про дискредитацию или нет. Вот мне кто-то это может объяснить? Объясняйте в комментариях и увидимся в следующих видео.